Эти мысли посещали каждую женщину, которая находится в браке хотя бы один раз. Расскажу вам в этом видео на своем примере. И об этих мыслях часто женщинам стыдно. Им стыдно признаться даже и страшно самим себе. Ой, неужели я такое думаю? Неужели мне придется решиться на этот шаг? И мысль эта звучит так. А может быть, нам лучше расстаться? Так бывает, когда в отношениях слишком сложно. Это сложно бывает двух видов. Бывает слишком сложно эмоционально, когда вы, например, раз за разом ссоритесь, нет взаимопонимания. Каждый конфликт дается очень сложно. Вы нервничаете, и вы устаете нервничать. А также бывает физически сложно, то есть это про что-то материальное. Например, женщина может думать: мой муж не зарабатывает, и мне приходится ходить на работу самой, много работать, и мне физически слишком сложно. Или я ожидала, что он будет хорошим отцом нашему ребенку, но в реальности все не так, и мне физически сложно делать самой эти дела. Или я ожидала, что мой муж будет делать мужскую часть работы дома, забьет гвоздь, поменяет лампочку, прикрутит полку, но он этого не делает. И в очередной раз, покупая какой-нибудь стол из Икеи, который нужно самой скрутить, вам приходится делать это самой. И вот тут возникает мысль: а может быть, нам лучше расстаться? В моем случае это было таким образом. Я очень хорошо помню этот момент. Мы отдыхали на Сейшелах. И вроде бы все было прекрасно. Мы жили в замечательном отдельном домике на вилле. У нас уже на тот момент было 2 детей, они уже были не маленькие, то есть сами бегали, ходили по отелю. Было вроде бы легко физически, но от того, что мы были все время в маленьком помещении, это как дом с одной комнатой, мы все время дышали друг другу в спины, нарастало эмоциональное напряжение, которое было и в обычной жизни, но там вне отпуска есть свои дела, не видимся какое-то количество времени, успеваем отдохнуть друг от друга, и, в общем, так сильно это не давило. И вот на этом отдыхе я помню, что прям накатило, я пошла на пляж сама, посидела, вот помню, сижу в песочке, ковыряюсь руками, камушки перебираю, смотрю на океан и думаю: блин, а может быть, нам развестись? И потом я начала чувствовать некую такую вину, наверное, стыд. Ну как же так развестись? Ведь в принципе же все хорошо, очевидных причин для развода нет. И я сказала себе: Наташа, перестань об этом думать, это все глупости. Вернулась, начала делать свои обычные дела, быть в роли жены, но очень хорошо запомнила этот момент. А запоминаем мы те моменты в жизни, где эмоций было очень много. И на самом деле, как только вы ловите себя на этой мысли, стоит обратить внимание, что значит есть серьезные проблемы в отношениях. Они у многих, многие люди их не замечают и запускают ситуацию, когда он действительно доходит до развода. В моем случае мы вернулись, прошло еще несколько лет, накал напряжения возрастал, и мы пришли к психотерапии, семейной психотерапии. Это был замечательный опыт, полгода встречи раз в неделю с психологом, хорошим методом Джона Готмана. Мы прошли психотерапию, отношения наши изменились просто на 180 градусов, все напряжение ушло, появилось взаимопонимание. То есть психотерапия семейная в хорошем исполнении, она действительно творит чудеса. Но, может быть, было бы легче и проще, если бы мы посмотрели в сторону психотерапии несколько лет до этого, когда только мысль о разводе пришла в мою голову. Я не знаю, может быть, у мужа тоже такие были мысли. Вы знаете, если мужчин спросить о таких личных вещах, они редко рассказывают все как есть, они обычно скрывают такие какие-то свои переживания, поэтому мой муж ничего мне такого не рассказывал, но подозреваю, что мужчины тоже проживают это. Ну а мораль этого видео в том, что если вас посещает такая мысль: а может быть, нам развестись, то, пожалуйста, не бежите сразу разводиться. Просто знайте, что эта мысль лишь сигнал о том, что у вас много напряжения в отношениях. И, пожалуйста, знайте, что это напряжение можно разрядить в здоровой форме, можно решить внутренние конфликты в вашей паре, которые скрыты, которые вы не можете решить сейчас сами. Вам просто нужны для этого знания и техники. Вы наверняка слышали фразы, что нужно разговаривать о проблемах. Но что делать, если вы не знаете, как именно разговаривать? Вы начинаете этот разговор с вашим партнером,
И это все заканчивается зачастую либо молчанием, обидами, такой эмоциональной холодностью, стеной, либо еще большей ссорой из-за этого. А все почему? Не потому, что вы плохая или он плохой, просто вы не умеете, вы не знаете, как именно формулировать эти разговоры, как строить предложение из набора слов, чтобы это работало эффективно на ваше сближение, на решение проблем. Все эти техники, которые я изучила в ходе своей личной семейной психотерапии. Также я закончила обучение на семейного психолога в этом же методе, что сама проходила терапию. Всем этим я делюсь с вами на своем курсе про отношения. Курс состоит из 3 ступеней, и прямо сейчас вы можете первую ступень пройти бесплатно. Просто регистрируйтесь, оставляйте свою почту, сразу на нее получаете доступ к видео и прям начинаете их смотреть. Там 19 самых распространенных ошибок в отношениях, чтобы вы их узнали и могли какую-то часть из них уже сами прямо сейчас перестать делать. Рассказали вашему партнеру, что не так. И 3 секрета мудрых женщин. Поэтому ссылка внизу под этим видео. Регистрируйтесь и верьте в то, что со всеми проблемами можно справиться. Просто иногда мы не знаем как. Но если узнать, то все проблемы можно преодолеть.